Прах, покажи мне путь. Тупая птица. Time for a celebration! Cheese for everyone! Салют всем, с вами Шелгурат, и сегодня я представляю вашему вниманию мою кастомную фигурку смерти по Darksiders 2. Это не первая моя работа по этому персонажу. Год назад я сделал смерть в броне Некромансера. Вскоре ко мне обратились с просьбой сделать смерть на заказ. Новая версия получилась качественнее, так как я набрался опыта и постарался вложить все свои усилия. Итог судить вам. Начнем с аксессуаров. У смерти, конечно же, есть вот такие двойные косы под названием Клык Хаоса. Рукоятки — это палки от нековской фигурки Пипца. В основе лезвия куски пластиковой линейки, я вырезал их в нужной форме и наскульптовал сверху края лезвия и все вот эти узоры с черепами. А затем покрасил в несколько слоев. Можете заценить мой туториал в 3 частях по вырезке основы оружия, лепке дополнительных деталей и покраске вот этих кос в таймлапсе. Еще у смерти есть его верный путеводитель Ворон Прах. В основе ястреб от... ястреба? От Marvel Legends. Я заострил ему перья на крыльях и хвосте, добавил еще перьев на спине и затылке, перескульптовал клюв и, конечно, перекрасил в черный с голубоватым драйбрашингом на перьях, плюс красно-желтые глаза, серые лапы и клюв. В зад ему вклеен вот такой прозрачный стержень, который вставляется в левую лопатку смерти, и теперь прах будто собирается сесть ему на плечо. Переходим к к смерти. В основе часовой из Marvel Legends от Toy Biz. Он очень хорошо подошел по пропорциям. Маленькая голова, широкая грудь и узкий пояс. Высота 15,5 см. Волосы взяты от Скара из той же серии. Я замучился их адаптировать, так как они рассчитаны на голову побольше. Но зато выглядят они теперь замечательно. Еще у меня была попытка сделать волосы из пенопласта, но, как выразился один мой коллега, они получились как будто дреды старого Растамана. Эти волосы изначально были очень светло-черными, серыми скорее. Выглядело это неинтересно, так что я добавил кучу черного тенения в ложбинки. Маска слеплена из Magic Sculpt. На этот раз мне гораздо лучше удались пропорции, на мой взгляд. Глаза красные, с черными зрачками, место вокруг глаз оставил черным для эффекта теней. В груди и правом плече осколки камня с душами нефилимов, в некоторых местах царапины от ранения. Эти кристаллы покрыты люминесцентной краской, так что они светятся в темноте. Примерно вот так. На правом плече татуировка, символ обугленного совета или всадников, я не уверен, поправьте меня, если я не прав. На спине я проработал позвонки, и вот тут такая уродливая дырка для праха. К сожалению, я не придумал элегантного способа спрятать ее. Шарф, как на предыдущей версии, был бы на этой версии неудобен по некоторым причинам. Но она не сильно заметна, в принципе, можно волосами прикрыть. Еще у этого тела подвижные пальцы, которые я дополнительно удлинил и заострил. Торс и пальцы сначала были покрашены в темно-фиолетовый, затем сухой кистью в голубовато-серый, плюс немножко синего тенения. Что касается брони, клиенту было все равно, и мне не хотелось повторять броню Некромансера. Так что я сделал стандартную железную броню, но чтобы все это выглядело интереснее, добавил наплечник всадников, ну и сделал косы посложнее. Броня сочетает в себе как твердые элементы из Magic Sculpt, так и элементы из ткани и всяких подручных материалов. Сначала пройдусь, собственно, по железной броне. На руках у смерти вот такие обмотки из ткани песочного цвета, которая была позаимствована у старой юбки моей девушки. Ну, вы знакомы с моей методикой получения материалов.
Обмотки эти несимметричные. На левой руке есть еще небольшая железная пластина, плюс коричневое тенение на ткани для эффекта грязи. Эта ткань, на мой взгляд, очень хорошо села и совсем не ограничивает подвижность. По бокам вот такие пластины с рунами. Их пришлось закрепить достаточно высоко и далеко от пояса, чтобы не ограничивать подвижность в бедрах. На поясе ремень с застежкой, плюс еще ремень, идущий от пояса до левого набедренника, причем и спереди, и сзади. Сделан этот длинный пояс из мягких ремешков от тех же палок пипца, так что подвижность он не ограничивает. Спереди он заправлен в вот такую бляху. Сзади, для большей эффектности, я прикрепил подол из ткани. Мятый, драный, грязный и по краям обугленный. Причем он именно действительно обугленный. На ногах кожаные штаны, покрашенные сначала в черный, затем сухой кистью в коричневый. На бедрах вот такие несимметричные кожаные пластины с лямками, шнурками и металлическими вставками. Ниже металлические наколенники и огромные сапоги. Верхняя якобы кожаная часть с металлическими вставками и шнурками сделана из Magic Sculpt. А все, что ниже, из ткани. То есть нижний слой — это такая же песочная ткань, что и на руках. Сверху намотаны ленточки из фиолетовой ткани, плюс вот такие крепления из металлических колец. На все это еще нанесено коричневое тенение для эффекта грязи. Ну и ниже фиолетовые ступни. Наплечник всадников сделан из Magic Sculpt, покрашен в черный, голубовато-серый и сверху был нанесен металлик сухой кистью. Держится наплечник на резинке, так что он не мешает подвижности плеча. Время умирать. Смерть, но мы же договаривались. То есть время сочленений. Голова на шарнире и на петле. Но волосы сделаны из недостаточно мягкого пластика, так что, к сожалению, сильно ограничивают подвижность. В плече очень тугой, почти бесполезный сустав бабочка. Вращение, петля и еще вращение. В локте двойная петля, в перчатке вращение, в кисти петля, все пальцы, кроме большого, на маленьких петельках. К сожалению, они достаточно слабые, так что косы могут удержать разве что в обычной позе, но для экшен поз приходится использовать вот такие резиночки. В торсе большая петля, в поясе вращение, в бедрах вращение, петля и еще одно вращение. В колене двойная петля, ниже вращение, в щиколотке петля и вращение ступни, которые не ограничиваются благодаря тому, что сапоги сделаны из ткани. Плюс петля в пальцах ноги. В общем и целом я старался улучшить свою технику, максимально приблизить фигурку к оригинальной модели и набить ее деталями. Извиняюсь, что так долго задерживал туториал, ну и собственно этот кастом. Что ж, итог судить вам. Напишите коммент, я всегда это очень ценю. Поставьте палец вверх, ну или вниз. Подпишитесь на канал или на одну из групп ВКонтакте, чтобы увидеть другие обзоры экшн-фигур, туториалы, а также обзоры моих кастомных работ. И, как всегда, будьте креативными. Кто назовет своим другом смерть?